Друзья, я снова нахожусь в аэропорту, и на этот раз мы с моей подругой Олей отправляемся в город полный стереотипов. Его называют городом грехов, фейков, свободы и безудержного веселья. У нас есть 2 дня на то, чтобы все это проверить. Беру вас в наше приключение с собой. Вы на канале American Bulka, и мы начинаем. Ну что, друзья, мы приземлились в Лас-Вегасе. Сразу в аэропорту нас встречает главный атрибут этого города. Прилетели мы в Лас-Вегас уже за полночь, и добираться до отеля решили на арендованной машине. Если честно, не очень хотелось кататься по ночам именно в такси. К тому же стоимость аренды машины в Лас-Вегасе и стоимость такси оказались вполне соизмеримы. Бронировали мы машину примерно за неделю до поездки, и самый простой вариант. Но что-то пошло не так. Наша машина была не готова, и нам предложили замену за те же деньги. Честно, от такого предложения мы не могли отказаться. Поселились мы на главной улице Лас-Вегаса, которая называется Стрип. Именно вдоль нее расположены все знаменитые отели и сосредоточены все развлечения. Наш отель называется «Мираж», и, как всегда, я его бронировала через Expedia. В общем, ребят, вы знаете, что делать. Если что, ссылочка на этот сервис в описании. Так. О, какая грязненькая, правда грязненькая кошка. Привет. С погодой нам не сильно повезло. В первый день шел дождь, но на второй день удача нам улыбнулась, поэтому мы решили продлить аренду машины, чтобы посмотреть природные достопримечательности именно при солнце. Примерно в 45 минутах езды от центра Лас-Вегаса находится дамба Гувера. Это монументальное и безумно важное для города сооружение. Вообще на то, что город, расположенный в окружении каменистой пустыни, стал так активно развиваться, повлияло 2 события. Первое – это строительство именно этой дамбы Гувера, которая завершилась в 1936 году. После этого события вопросы водоснабжения и энергообеспечения Лас-Вегаса были решены полностью. Второе событие произошло в 1931 году. На территории штата Невада были разрешены азартные игры. А в совокупности с тем, что в других штатах их только запрещали, это стимулировало приток людей сюда. Друзья, мы с вами приехали посмотреть дамбу Гувера. На нее мы уже посмотрели вот с того моста, и сейчас мы идем непосредственно по дамбе в визитор-центр. Я очень надеюсь, что мы там узнаем что-то интересное, и приглашаю вас с собой. Здесь есть несколько вариантов парковки. Вот если заехать непосредственно на уровне дамбы, здесь будет платная парковка. А если подняться немножко выше, вот там, где мы остановились, то, во-первых, там будет вид на мост, а во-вторых, она бесплатная. Мы сейчас переходим с вами дамбу, и именно по дамбе проходит граница между 2 штатов, между Невадой и Аризоной. На парковке, кстати, мы были в Аризоне, получается, и здесь стоит башня, где написано Arizona Time. А вот чуть дальше находится другая башня, и там уже написано Nevada Time. Сам визитор-центр был закрыт на ремонт. Туда можно было попасть только в рамках экскурсии. Обратите внимание на то, как эти столбы, под каким они наклоном находятся. За $15 вас проведут по внутренней части дамбы, покажут фильм о ее строительстве, трубы, по которым течет вода, и турбины, которые, собственно, и генерируют электричество. А после этого дадут подняться на смотровую площадку. Если честно, не самая веселая экскурсия, местами было скучновато, но любители сооружения, я думаю, должны оценить. Ребята, мы сейчас посмотрели эту дамбу, насколько масштабное сооружение. Люди построили за 3 года такую махину. Вот что хочется сказать, может человечество создать что-то создавать. Все, а мы вот здесь вот поужинали и направляемся на какую-то яркую улицу.
Улица называется Фримонт-стрит. По ощущениям, это как Таймс-сквер в Нью-Йорке, но только ярче. Главное отличие от Таймс-сквер – это экраны, расположенные непосредственно наверху, на потолке. Ты идешь, и над тобой все переливается, мигает. Однозначно советую прогуляться по этой улице, место атмосферное. Рядом с ней есть парковка, но только будьте аккуратны. Она в первые 30 минут бесплатна, но затем просит $20. Мы опоздали на 30 секунд, и с нас хотели взять эти $20, но после того, как поняли, что речь идет только о минуте, сжалились и выпустили просто так. На этом наш вечер не заканчивается. Впереди еще одна из главных целей нашей поездки. Вообще хотелось сказать про наше путешествие с моей подругой Олей. Это уже 3-й год подряд, когда мы вдвоем, без детей и мужей, улетаем на несколько дней в какое-то интересное место. Мы уже так побывали в Нью-Йорке, в Сидоне. На моем канале есть целый плейлист из коротких видео из поездки в Нью-Йорк, так что если вас интересует именно это направление, посмотрите, будет полезно. Одна из причин, почему мы выбрали именно Лас-Вегас, это поход в цирк дю Солей, потому что именно в Лас-Вегасе находится основной состав. И здесь эти шоу на таком очень хорошем уровне. Вот это вот все желающие. У нас 25 минут примерно, или 20 минут до того, как шоу начнется. Ну, надеюсь, мы успеем зайти. Билеты есть. Что я хочу сказать по поводу цирка дю Солей? И именно шоу Мистери. Я уже, конечно, делилась своими впечатлениями в своем телеграме, инстаграме, но хочу высказаться здесь. Ощущения странные. Я такое не люблю. Мне не нравится, когда начинают как-то подшучивать над зрителями в негативном ключе. Иногда кажется, что над ними издеваются. Да, конечно, когда ты покупаешь билеты, там есть пометка, что вот конкретно эти места с особыми впечатлениями. Но я, например, лично не предполагала, что на тебя будут высыпать попкорн. С технической точки зрения все было потрясающе. Трюки, которые выполняли артисты, просто завораживали. Но само шоу, само оформление шоу мне показалось странным, даже местами жутковатым. Я знаю, что у цирка дю Солей есть несколько разных шоу, в разных отелях разные. Возможно, бы другое оставило какое-то более приятное впечатление. Если кто-то из вас вдруг смотрел какие-то шоу и вам действительно понравилось, пожалуйста, поделитесь в комментариях, я думаю, многим будет полезно. Сегодня наконец-то солнышко. В общем, один день нам точно не повезло с погодой, был дождь, а сегодня вышло солнце. Следующий день нас порадовал солнцем, и мы решили прогуляться по городу, а именно по улице Стрип. Мне, кстати, город очень понравился днем. Можно было разглядеть множество деталей. Было чисто, по ощущениям достаточно безопасно. Я переживала по этому поводу, но нет. На главной улице, что днем, что ночью, было комфортно гулять. Я бы спокойно могла бы сюда приехать с ребенком. Это, кстати, вкусно. Котлеты безумно сочные. Я в восторге. Так, 2 бургера нам вышли по 65 долларов. Это еще без чипа. После такого плотного завтрака мы отправились в музей иллюзий. Нам его порекомендовали Олины коллеги. Билеты не дешевые, но мы все же решились туда сходить. Добро пожаловать в музей иллюзий. Мне очень понравилось, рекомендую его к посещению. Он не сильно большой, но интересный. Впервые, придя в музей, мне пришлось полежать на полу. Это было очень вовлеченное мероприятие. Часа, в принципе, должно хватить, чтобы посмотреть все экспонаты. Мне больше всего запомнился мост, с которого я чуть не упала. Хотя, когда я шла к нему, фактически он не двигался. Вот такие иллюзии, ребята.
После этих приключений мы отправились в наш отель за машиной, чтобы поехать в парк невероятной красоты. По дороге посмотрели на Эльфовую башню, фонтаны Беладжио, впервые увидели женщин в откровенных нарядах. Кстати, только в Неваде, в 10 районах из 17, древняя профессия тут легальна. Но по личным ощущениям эти девушки не особо бросались в глаза. Может быть, конечно, мы ходили не в тех местах. Но если сравнивать с нашей поездкой в Лас-Вегас 9 лет назад, то там были впечатления намного ярче. А сейчас было, отмечу, это было в 2024 году, все было достаточно спокойно и прилично. У нас намечается последнее аутдор-развлечение. Мы едем в парк. Возможно, походим по трейлу, но в целом посмотрим именно природную красоту. Главное, как вчера, мне не удариться головой об крышу. Садимся аккуратно, аккуратно. Все, я жива. В 30 минутах езды от центра Лас-Вегаса есть место, которое называется Red Rock Canyon. Въезд нам стоил $22. Я здесь уже во второй раз и, возможно, не последний. Здесь можно сделать круг на машине, остановиться на специальных остановках и погулять по тропам и даже забраться на эти оранжевые глыбы. Безумно яркое место. Смотрите, какая красота. Обожаю эти оранжевые пейзажи. По видео из YouTube вы, наверное, поняли, что они мне очень нравятся. А если вы вдруг пропустили его, то обязательно посмотрите. Ссылку оставлю вот здесь. Последнее место, которое мы планировали посмотреть в окрестностях Лас-Вегаса, называется 7 волшебных гор. Оно находится в 30 минутах езды от центра города. Место очень яркое и достаточно молодое. Эти арт-объекты были созданы в 2016 году, и на данный момент к этим башням из камней можно подойти вплотную совершенно бесплатно. Фото тут получаются волшебными. Сегодня приключения наши на улице именно заканчиваются вот в этом красочном месте. И мы сейчас отправляемся в отель Лас-Вегас. По плану ходить по разным отелям, смотреть красоту, отдыхать или развлекаться. Это мы еще не решили. А завтра мы уже вылетаем домой. По дороге в отель мы заехали покушать в уютный ресторан с вкусной едой. Обслуживали нас неспешно, поэтому до отеля мы добрались уже затемно. По планам у нас было еще 2 места, которые мы хотели посмотреть в Лас-Вегасе. Отель Венеция и нашумевшая Сфера. Оформление отеля, конечно, шикарное. Фрески на потолке, гондолы катают туристов. Ребята, мы с вами попали сегодня в Венецию с настоящими гондолами и гондольерами. Я смотрела номера именно в этом отеле, но они тут так в раза 2 дороже, чем в нашем, поэтому как-нибудь в другой раз. В отеле мы застряли, а все потому, что заблудились. Мы через него планировали пройти, чтобы дальше добраться до Сферы. Но в итоге только через час мы это сделали и вышли на мостик, с которого открывался вид на этот мигающий шар. Но я была бы не я, если бы не захотела подойти к этой сфере поближе. Кстати, именно в этот момент, когда мы отходили от главной улицы, мы впервые почувствовали себя некомфортно, особенно когда мы стояли и ждали светофора. И в нашем направлении начал идти непонятный мужчина. Ребята, мы добрались до Сферы, вовнутрь мы не пойдем, смотрим на нее снаружи. Дорожка тут очень пустынная, людей нет. Вывод, который мы сделали: не ходите по подворотням и гуляйте в людных местах. В Сферу можно попасть вовнутрь. Это такой большой кинотеатр или концертный зал с огромным экраном, который окружает зрителя со всех сторон, в том числе и сверху. Стоимость билетов начиналась от $100 на наши даты. Но стоит учесть, что при покупке билетов в Лас-Вегасе на любое шоу добавляется еще какое-то неимоверное количество налогов, увеличивающее изначальную стоимость примерно на процентов так 30. А теперь я хочу подытожить свои впечатления от города. Я здесь была в 2015 году, и знаете, город изменился за это время. Стал чище и приятнее. Знаете, на что еще стоит обратить внимание? На то, что Лас-Вегас – это такой город, который может дать человеку то, чего он конкретно ищет.
Если вас интересует безудержное веселье, игры в автоматы, то вы это здесь найдете. Если вы хотите просто походить по отелям, посмотреть различные шоу, погулять по музеям, то здесь этого предостаточно и вам точно не будет скучно. Если вы ценитель природы, то здесь вам удастся удовлетворить и этот интерес. Не зря именно из Лас-Вегаса начинаются маршруты в самые невероятные природные достопримечательности США. Отсюда можно добраться до знаменитого Гранд-Каньона или доехать до невероятного парка Зайн в Юте. Нам здесь действительно понравилось, было насыщенно и интересно. Ставьте лайки, делитесь впечатлениями в комментариях, подписывайтесь на канал и до встречи в других интересных местах нашей планеты. Всем добра, всем пока!